Друзья мои, я вас снова приветствую на своем канале. С вами Вероника. Сегодня расклад на 4 королей. Приветствую либо мальчиков, да, которые хотят поглядеть о себе, либо же девочек, которые хотят посмотреть про своих мальчиков. Поэтому сейчас определяйтесь либо же по знакам зодиака, по стихиям, либо куда вас притянет картинка. В общем, как кому нравится. Колоды я подготовила. Расклад будет аналогичен тому, который я выполняла для 4 королев. Вот. Пока вы определяетесь, я вам еще раз напомню о своем телеграм-канале и о том, что еще есть места на расклад, который я делаю по древу рода для линии отца, для линии матери в преддверии праздника Астары. Поэтому, кому интересно, обращайтесь в личку. Также еще открыта запись на ритуал на места силы для одного человека. Тоже, если кому необходимо, пишите в личку. Все данные указаны у меня под видео, в описании и в комментарии к нему же. Итак, я надеюсь, вы уже определились с вашими вариантами. А я буду начинать с короля кубкового. Колоды у меня уже подготовлены. Я посмотрю. Посмотрим, что у вас, ребята, там такое интересное происходит. Побед, завоеваний хотите, да? Сейчас поглядим, чего вы там завоевывать собрались. Ну, кубковые короли, здесь у вас очень много иллюзий по поводу ваших свершений в финансовом поприще. Колоссальное количество иллюзий. А в чем они заключаются? В том, что вы стабильность обретаете. О чем здесь еще речь вести? Так, два потока для деструктивных ребят, для адекватов. Здесь ваша стабильность разрушается, возможно, для адекватов. Давайте для тех, кто не занимается непотребными влияниями на волю других с помощью магии. Здесь у вас какие-то планы, надежды были на стабильность, да, может, с кем-то были договора заключены, о чем-то были совершены договоренности. Но здесь резкое изменение положения у вас идет. Для деструктивщиков разрушается ваше магическое влияние на других людей. Здесь вы с помощью магии чего-то добивались, либо хотели добиться, либо возомнили себя злостным магуем. Вся ваша манипуляция кроется медным тазом, соответственно, финансовый канал сейчас будете ловить по нему обраты. Смотрим, что здесь на душе. Опять восьмерка. Нет, пардон.
пардон. Быстро мыслите, да? Двигаетесь вперед, быстрее прежнего, куда-то спешите. Здесь для тех, кто под магией, вас будут в дисбаланс вводить.
Вам нужно заземление, точка опоры какая-то, ищите ее, иначе вас расхлябает, ну, просто в жесть. Здесь еще могут проходить вопросы с законодательной системой, разводы, дележка, либо суды по другим каким-то вопросам. Смотрите сами. Вас очень бьет по эмоционалке, вас это задевает. А теперь у меня вопрос, кого задели вы, если вы в этой ситуации сейчас находитесь? Те люди, которые стараются жить по-человечески, не делая западла никому, я не говорю даже о магии, вообще на бытовом уровне, здесь вам перекрывают это все. Но знаете, как я вам хочу сказать, что вам здесь не достает чувственности, поэтому по справедливости вас будут через силу, через обстоятельства, которые от вас не зависят, вводить в такие положения, где вам придется отстаивать свое мнение. Если вы не будете этого делать, вас будет нагребать еще больше. Здесь вы должны принять решение, которое никак не принимаете. То есть, смотрите, для нормальных ребят здесь на вас идут воздействия. Эти воздействия могут даже внутри вашей семьи быть. Значит, вы слишком себя раздаете. Ну вот как-то так, сумбурненько, но тем не менее. Что идет, о том говорить и буду. Давайте посмотрим, что там в отношениях. Здесь какой-то вы бы хотели поговорить, не знаю, опять 25, как и на 4 королевы, у меня выпирают энергия людей, которые сейчас в кармических отработках за свои деяния, причем за магического толка. Да вы в трансформации жесткочайшей проходите. Если вы находитесь в отношениях, они вас не устраивают. Ну да, вы пытаетесь договориться, может что-то вас связывает, но тем не менее вы заняли позицию императора и при этом можете выбирать между двух дам. И никак не можете по этому поводу принять решение. Вот вам и обрат пошел по, если манипулировали двумя, пошла попка по денежке. Поэтому тут вы с трона слетите очень быстро и по справедливости, я вам хочу сказать. Еще такой момент для тех, кто сидит. Никому, как говорится, в рот не срет. Да, извините за выражение, но как думаю, так и говорю. Значит, вы не имеете стержня принять решение, выбрать, допустим, между мамой и женой. А одна из них явно вам подсирает с помощью магии. И здесь, понимаете, здесь у вас проходит одна женщина, вы хотите с ней разговаривать, понимаете, вы хотите с ней поделиться. А вот вторая вообще ни о чем, ее здесь просто нет. Ну, ваше сердце знает ответ, но вы не можете, не хотите принимать решение. Вот пока вы там не можете, не хочу, не буду, вас просто по справедливости Вселенная будет гнуть к этому решению. И поверьте, рано или поздно вы его примете, а не примете, войдете еще раз в такой же оборот. С другими персонажами, но суть не поменяется от этого.
Чужие проблемы. Нет, ну я здесь не могу никак. Слушайте дальше еще. Ладно, да, все-таки две энергии. Все. Да, все-таки две энергии. Вот ребята, на которых влияют, вот, ну, кто нормальные, да, на вас здесь перекид был сделан через кладбище. Но опять-таки, я повторюсь, ситуация по высшему суду. Две карты об этом вообще, ну и справедливость здесь. Исцеление вроде бы как, ну, не вроде бы как, оно, понимаете, это и есть период исцеления у вас сейчас. Это и есть ваша трансформация. Для деструктивщиков, ну тут вам вернулось все то, что вы на кладбище делали кому-то. Сейчас я хочу уточнить. Вот так вот, да, даже карты вылетели. Кто-то из вас обращался к какому-то человеку за ритуаликой магического толка, дабы влиять на другого человека. Либо брать то, что вам не принадлежит. Это вам расплата за это. Дальше даже не хочу смотреть. Теперь я хочу 3 карты вытащить для тех, кто не занимается вот этой белибердой, а старается, да, как бы, ну, я повторюсь, жить по человеческим законам, никому не подсирать, не подставлять и тому подобное. Почему у вас эта ситуация? Ну, пожалуйста, ребят, здесь на вас идут атаки. По одной простой причине. Вас выходят на новый уровень духовности, но за счет того, что у вас должны разбиться розовые очки, вы должны понять, кто на самом деле вас искушает, кто на самом деле вам ломает вашу волю и подставляет. Вы должны отречься от человека, который для вас несет в вашу жизнь деструктив. И здесь дело в том, что, мальчики, здесь приговор будет жесткий, он уже подписан и введен к исполнению. Откараскаться от него вы не сможете. Либо вы становитесь на уровень выше, либо вы будете проходить этот урок по новой. А знаете, что такое по новой? Это когда ты живешь, с одного говнища выкарабкался, вбабахал лет 5 на новый, допустим, стартап, бизнес, да, встретил человека, а потом выясняется, что эта барышня на тебя привороты херячила. И опять, понимаете, это года вашей жизни, вот этого вашего нежелания открывать глаза. Поэтому смотрите сами, как вам удобнее, предупрежден, вооружен. Ваша задача, если вопрос мама и жена, ваша задача разобраться, кто есть кто на самом деле. Понимаете, ваше сердце знает ответ на самом-то деле, оно все знает. И по поводу второго человека у вас очень больно будут биться розовые очки стеклами вовнутрь. А там смотрите сами. Вот смотрите, я достала 2 карты, задала 2 вопроса. Один из этих людей несет вам, знаете, как пообщаетесь, сходили в гости, естественно, вас подкормили, подпоили, ребята, не думайте, что в этом мире все просто так.
И у вас после этого, знаете, как вы замыкаетесь в себе, начинаете что-то думать. Параллельно у вас идет несостыковка в финансовом вопросе, да, ругань с семьей, ну, допустим, или с близлежащим окружением. А другой человек дает вам дары судьбы, то есть вы пообщаетесь, вам легче, вы поговорите, доверитесь, и у вас какие-то там новый договор, да, новый клиент, к примеру, где-то чуть подфартило, повезло. Вот вам 2 человека, я задала на каждого четкий вопрос. Ваша задача теперь разобраться, кто есть кто. Я ответ уже знаю, как бы, но теперь в этом мне он как бы не особо, да, а вот ваша задача разобраться в этом вопросе. И еще такой момент интересно мне знать. Кто вам стержень волевой выбил? Кто его вам выбил? Значит так, господа товарищи, был период времени в вашей жизни, когда вы стали безвольным существом. Значит, человек, теперь включаете всю свою догадливость. Человек, который виновен в том, что с вами происходит, в свое время вас повел к какому-то практику, мотивируя это тем, что якобы кто-то на вас навел негатив, и от этого у вас начались проблемы. На самом деле этот человек отталкивался лишь от того, чтобы убрать со своего пути. Ему было пофигу, кто был рядом с вами в вашей жизни. Те люди мешали вот этому персонажу, который вас повел, гребти ваше бабло под себя. И здесь может проскакивать такая а-ля мамзель, которая подвинула и детей, и жену, и, собственно говоря, вы пошли, вас еще настропалили, что вам надо мстить. Вам еще рассказали, что у вас будет все впереди классно, что у вас будет удача, сейчас мы сходим, нам пошепчут, и будут чудеса в твоей судьбе. И я вам хочу сказать, что все это было лицемерным, потому что когда, я не знаю, я здесь не уточняю, либо наставник рукожопый, извините меня, потому что здесь проклятием на вас легло, либо вас на это заклание повели, зная, что, допустим, за то, чтобы у вас были деньги, нужно заплатить определенную дань. Так вот, эта дань, это ваш стержень, ваша судьба, ваша воля, ваша... извините, вы безвольное существо просто-напросто. Вас нет внутри. И сейчас либо вы выйдете, либо дальше будет веселее, забавнее, и азарт включится еще на большие обороты. И вот, знаете, даже не знаю, как вам сказать. Возможно, на момент вот этого события кто-то из вас, смотрящих, еще не делал деструктивщины на кого-то. Но потом, если вы начали идти по стопам этого или этой красавицы, которая вас там водила, якобы спасала, в итоге вы с этим человеком остались и кого-то подвинули из своей жизни. Вы сделали когда-то уже неверный выбор. Сейчас вас поставили снова на этот перекресток высшие силы.
А сможешь ли ты его сделать в этот раз? Вы не умеете разбираться в людях. Здесь вы не хотите чувствовать свое сердце. А теперь еще такой правильный вопрос. Возможно, вы когда-то просто живые души на бабло поменяли, вам денежки засветили, замаячили впереди планеты всей. Тоже понимаете как? Здесь как будто вот человек, который не делал, совершил ошибку и в итоге пришел в магию и начал творить деструктив другому, якобы мстить. А за что, по твоему мнению, ты мстил? Думал на тебе приворот. А на самом деле, что было с тем человеком? А на самом деле этот человек тебе благополучие нес. Мальчики, я вас поздравляю. Ну, вокруг пальца облапошил вас кто-то, обвел. Думаете теперь, что сами с этим делать. И знаете, в чем вопрос? Здесь вопрос. Вам не было никакого приворота, как вам было когда-то рассказано. Вопрос в том, сейчас знаете в чем? Тут вы молились, читали, зачитывали на пару с тем, кто вас повел. Я это тоже вижу. Теперь вопрос весь только в том, насколько вы влезли в магию, чтобы насрать тому, кто на самом деле вам благо нес, не разобравшись, не открыв рот, не разъяснив. Вы просто пошли туда в свое время, куда вам было, блядь, удобно. Вот и все. И вот здесь выходит высший суд. Если кто-то из вас делал в отместку приворот, основываясь на суждениях кого бы то ни было и не слушая свой внутренний голос и интуицию, ребята, Аллах Акбар вам. Потому что сейчас за такое... А тот человек, давайте я хочу посмотреть, тот человек, которому вы якобы там мстили за что-то там, знаете, я не удивлюсь, если тот, кто вас повел, на вас привороты делал. И не надо говорить, я знаю мамаш, которые на собственных месячных, пардон меня, творят своим сыновьям вот эту белиберду. Поэтому... Вот этот человек, который вам на самом деле благополучие нес, что с ним сейчас? Ребята, над ним, над ним стоят ангелы-хранители темные. Вам пиздец, если вы... Если вы просто, вы продали ту душу, которая вам была дана от высших сил. Да, предали, да. Власти вам захотелось. А теперь в нищете, да. Божечки, еще кто-то из вас... Ой, хочет, чтобы вот этот человек пал, потому что это будет справедливо. Да нет, ребят, вот то, что с вами как раз справедливо. Те, кто из вас не делал деструктивщину, кто просто встрял и выбрал когда-то неверный путь, вот это все, что сейчас у вас запустилось, это отработка за то неверное решение. Вам нужно убрать засоры и затыки из прошлого, попросить прощения, разрулить ситуацию, поговорить, понимаете? Вы здесь ведомы просто-напросто, и вас Вселенная сейчас учит принимать решения самостоятельно. Допустим, если все время слушались мамочку, мамочки не станет, если мамочка неадекват. Я вам серьезно говорю, сейчас цацкаться, пецкаться ни с кем никто не будет свыше. Поэтому что мне здесь вам еще добавить? Я более чем показала ситуацию. Ну, раз затесались эти карты сюда в колоду, значит, так тому и быть. Так что, кубковые ребята, как-то у вас вот так вот, да? Забавненько. Там, глядите, кто на каком уровне своего, собственно говоря, развития на данный момент. И тут вопрос не в том, что вы от меня услышали. Вопрос, первый пункт
том, в чем вы себе готовы признаться. И второй пункт, насколько вы готовы менять что бы то ни было, хоть что-нибудь. Сейчас будете терять бизнес, потом здоровье. Будете упираться дальше, вас снимут с поезда. Или просто на корм пойдете низшим силам. Вот. Те, кто не творил деструктив, вас будет просто, знаете, как на амбразуры судьба выкидывать, где придется все выгрызать, где вас просто Вселенная будет заставлять отстаивать свое мнение и этот стержень внутри в себе держать. Если же творящие деструктив продолжают делать это и дальше, и продолжают еще грызться, ну, я не знаю, как это. Это как прыгнуть в бассейн с пираньями. Вопрос просто во времени. Насколько хватит вас. Вот такой вот у нас интересный, выдохнули, расклад. Так, король Пентаклей, привет, дружище. Давайте-ка посмотрим, да? Что-то мне так хочется сказать. Прям, знаете, смотрю на эту карту, аж хихикнуть охота. Я не знаю, что-то сейчас будет, видать, забавненькое у нас по Пентаклевому. Ох, не знаю я, напишут ли мальчики комментарии, но девочки чувствуют точно-то поднапишут. Король Пентаклевый куда-то, откуда-то уходит. Так. 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 А здесь ребята выходят. Короче, грубо говоря, давайте, человек идет к шансам. Причем для того, чтобы эти шансы у вас даже появились в пространстве, вы приложили немалые усилия. Линия деструктива, кто-то из вас с помощью магии привлекал к себе эти шансы. А еще кто-то обнулил отношения с кем, может быть развод, может быть постоянная партнерша, но долго, стабильно все это продолжалось. Обнулены как-то эти все моменты. Так, что там в духовном аспекте у вас? Могли быть треугольники. Вы здесь эмоционально освобождаетесь от чего-то. Вы как ушли, получается. Возможно, ушли от женщины, которая на вас магию наводила, и у вас начали появляться шансы. Да, слушайте, там шут выпал, здесь шут. Здесь вы обнуляетесь, ребята. Да. О, да. Здесь вы поднимаете свои вибрации вообще. Здесь манипуляции, которые были в вашу сторону, все обнуляются. Для деструктивщиков ваша магическая работа будет обнулена полностью. Вы получите шансы, но те, которые приведут вас к полному провалу. Ну, законы Вселенной так писаны. Вам будет казаться, что вы идете к славе, к вершине, а не факт. А еще здесь есть такой момент, что на вас кто-то повлиял, и вы от кого-то стоящего ушли в
погоне за какими-то якобы миражами. Понимаете, якобы у вас все классно, хорошо будет. Угу. Попытаетесь усидеть на 2 стульях, тоже за это отхват получите. Такое легкое предупреждение, да? Тонкий намек на толстые обстоятельства. Опять несколько энергий прет. Что там по роду? 2 жрицы. Влияние либо на вас были, либо вы освобождаетесь от них. Сняли с себя какие-то магические воздействия, у вас появляются новые планы. То есть, знаете, как построили планы, и они свершаются. Нет их обрыва, да, то есть, может, что-то начинали и не получалось довести до ума, что бы то ни было. Вот здесь у вас открываются возможности выбора. Через шансы, через ваш подъем энергетики открываются возможности выбора в пространстве. Это работа, это партнеры, все что угодно. Вам идут шансы. Опять же таки, либо освободились от влияния, либо кто-то из вас попал и оставил, партнера вы оставили. Может и жена. Может жена, кстати, с ребенком. Если оставили, тут вам нужно еще подумать, те ли шансы вы будете хватать и по своей ли на самом деле инициативе вы ушли. Понимаете? Ну тут да, тут показывает треугольники. Но учтите, что треугольники могут быть различными, понимаете? Любой человек в отношениях пары, это уже 3-й угол, любой, кем бы он ни был, даже ребенок, который может становиться между любящими людьми. Понимаете, отношения, и я сейчас даже не говорю о любви, это более иной уровень. Отношения — это далеко не то, что мы себе представляем, как мальчики, так и девочки, это факт. И если вот по-честному разобраться, то очень многим на этой планете Земля, прежде чем вступать в какие бы то ни было отношения, нужно походить к психологу. Вот так вот я вам скажу. Иначе получается не семейная жизнь, не любовь, а срала Варька на Захарька. Либо кому-то было выгодно, чтобы вы ушли из семьи и начали просто, денежки косить. Либо же действительно вы ушли от того человека, кто на вас влиял, кто вам изменял, подставлял. И это когда вы в паре находились. Здесь вы уходите, да, вы уходите. Вы прям здесь воевали.
Здесь очень запутанные энергии, ребята, идут, я вам хочу сказать. Здесь идет, кто-то хочет доминировать над прошлым, либо чтобы вы сидели в прошлом, либо вы хотите таким образом отомстить вашей жене. Здесь жена, мне срано, расписаны вы были или нет. Почему? Потому что только вы переспали, по законам Вселенной вы муж и жена. Хотите вы в это верить, не хотите, Вселенная запускает свои правила игры. А то, что здесь на планете Земля себе понапридумывали на данный момент, дабы облегчить себе ответственность, это уже ваши, как говорится, проблемы. Я вам хочу сказать, что этой женщине, с которой вы разрываете, там были предложения, если вы думаете, что она гульнула. Предложения были, но она на них не согласилась. Вас, видимо, кто-то в этом хорошо уверил, что она от вас на сторону пошла. И вы здесь хотите и денег ее лишить, и вам еще кто-то на уши хорошо присел. И я смотрю, что хочется прям отомстить, сделать человеку больно. Вы смотрите, как бы вы сами себе яму сейчас не нарывали такую, знаете, поглубже, да повеселее. Здесь вас кто-то соблазнил какими-то новыми классными перспективами. Якобы у вас все хорошо и прекрасно будет. Слушайте, я вам хочу сказать, что на вашу женщину была наведена деструктивная магия, причем очень офигенно много программ, на то, чтобы она якобы от вас гульнула. Но там человек будущий практик, и я вам хочу сказать, что у нее внутренний стержень, кстати, извините, мальчики, но побольше вашего. Почему? Потому что программа, с подселенцами, кладбищенские работы, причем не одна, причем заказывалась не единожды. Но этот человек все равно не поддается на эти искушения. Возможно, это выливается как-то в другие эмоциональные всплески, да, какие-то там моменты. В самом худшем варианте через эти программы вашу императрицу могли довести до суицидального состояния. Но по поводу, извините меня, поебенек на стороне, нет, эта женщина себе не позволит так размениваться. Так что, короли Пентакли, я вас поздравляю, вы немножечко подобосрались. Для мальчиков, которые в адеквате у нас, которые не занимаются эффектом а-ля я сейчас посражаюсь с женщиной и попробую ей отомстить. Мужчины этого не делают. Мальчики, да, это делают. И причем мальчики, которые недолюблены мамочкой в детстве. И это факт. А там хоть пена изо рта. И заедитесь у мониторов при просмотре этого ролика. Вот для тех, кто является реальным мужчиной, здесь у вас идут шансы на то, что вы встретите новую любовь, вы выходите из-под... Вам кто-то разбил сердце, но вопрос, почему вам его разбили, тоже такой, понимаете? Ничего не бывает просто так. На 80% за что-то, понимаете? А 20% потому что...
Так что, ребят, здесь простраивать можете стратегию по поводу того, как, ну, то есть вы понимаете, вы встретили или встретите девушку и поймете, что она достойна быть вашей спутницей жизни. Жена это дело такое, знаете, а вот мужчины редко выбирают, даже осознают, что им нужно выбирать именно спутницу по жизни. А в таком случае для вас что означает это? В таком случае вот для вас означает это, знаете, что вы отрекаетесь от случайных связей. Вот так вот. Причем, знаете, какие у вас связи были? Вам все время приходилось добиваться женщин, а они как-то могли на это не реагировать, да? И вот вы встретите свою. Вот так-то. Фу, вот это, блядь, сегодня весело. Уже на втором варианте. Ну-ка, секундос. Еще не все мне высказали. Вот это трэш. Ой, короче так, ребят. У кого-то здесь прям идет замутнение разума. Вот те, которые оставляют своих императриц, думают, встретят сейчас новую или уже нашли и пошли туда. Вот она вам отработочку запустит классную. Так, знаете, протащит вас за одно место по асфальту. Так завяжет, привяжет к машине и будет тащить. От вас ни черта не останется, она вам классно отомстит. Это вам, знаете, Вселенная через эту женщину отомстит за то, что вы сделали с другой. Убежите от этой, увидев этот расклад, да не вопрос, встретите в 3 раза хуже, чем эту. Ну, там вы подумаете, вау, это любовь всей моей жизни, я такую ждал. Будьте бдительны, ребята. Вот которые адекватные мальчики, которые понимают, что достойно надо и расставаться, и тому подобное, здесь вы встречаете нормальную. Романтики будет много. Потом будут притирки. Будете искать компромиссы. Потом будет период, когда будете разочаровываться друг в друге. Ну а потом придет либо все к логическому завершению, либо вы выйдете на новый уровень отношений друг с другом. То есть это называется свои уроки в отношениях, смотря кто как из вас будет их выстраивать. Вот так вот.
Для кого-то из вас здесь закрываются вопросы с треугольниками, то есть вот для нормальных, для ненормальных. Кстати, для нормальных давайте так. Вы к кому-то обратитесь, и этот человек вам поможет. У вас, как знаете, тоже пелена сползет по поводу тех людей, которые вас предавали и через которых на вас эти проклятия шли. Для деструктивщиков обращаетесь, тоже бегут. Бегут, ребятки, но дело в том, что я хочу сказать, что здесь очень большой узел через большое количество людей у этих персонажей. У них тоже розовые очки бьются стеклами вовнутрь из-за предательств, но тут и законодательная система замешана, и вот эти треугольники любовные, здесь еще партнерша может усугубить это все, знаете, как вдогоночку прислать такие классные штуки. Да, здесь закрытие благополучия. Ребят, сказать по правде, здесь для адекватных мальчиков я буквально высасываю из пальца информацию. Здесь больше мне деструктивщиков показывают сегодня. То есть, я не знаю, может быть, девочки, вы загадали своих каких-то там обалдуев. Но я вам хочу сказать, что два варианта, а я просто, я в шоке, понимаете? Энергии разноплановые, разношерстные такие. И причем многие, знаете, вот много информации, потому что прям тоже из разных родовых систем идет информация. И одни сказали, вторые добавили. Третьи подключаются, вот это и вот это добавь. Я не знаю, конечно, получается ли у вас, потому что я говорю, структурировать это все. Потому как я, когда, выдаю инфу, я бывает... Короче, когда монтирую ролики, тогда я, в принципе, и сама понимаю хоть, о чем там было. Бывает, даже не слышу. Вы знаете, здесь у меня на свече, я не знаю, вы увидите или нет, вот смотрите, прям как морда какого-то гоблина, короче. Вот это кто-то поднацеплял на себя, бля. Король жезловый в эфире. Начали. Блять, я пардон за свой французский, но если сейчас еще эти два варианта будут такими тухлыми, как первые два, я, наверное, еще долго такой расклад не повторю. Что для девочек там тоже такие качели на первых трех. Вот реально только по королеве жезлов все ок. Вот реально энергии, знаете, вот плавно, четко, знаем куда, движемся, все стабильно, без лишних каких-то... Ладно, в общем, это я так. Давайте, король жезловый, что у вас там? Король жезлов, туз жезлов. О, тройка кубков. Семерка мечей. Да ты, блин. Ребятки, на вас краднички. Значит, о как. О как. Ребят, мне нужна маленькая пауза. Итак,
Продолжаем этот замечательный балаган. Так, ребята, давайте-ка я для начала буду озвучивать для деструктивных, потом буду доставать информацию для адекватных. Для тех, кто опростоволосился, влез в магию, делал говно, извините меня, несанкционированное. Здесь вас нагребает по рабочим моментам, у вас разочарование, не получаете того, чего хотели, есть запал, есть движение. Влазите в компании, люди в этих компаниях с вас стягивают все ваши ресурсы. Для определенных персонажей, чем больше свой писюнчик будете засовывать в дам, тем больше будете сливать абсолютно весь свой ресурс. Идем дальше. Все равно параллельно идут два потока, ничего я не могу с этим сделать. Для тех, кто нормальные, на вас крадники нацеплены, из-за этого в работе провалы идут, и вас как что-то тянет налево, да, не туда, подбухнуть, влезть в какую-то неадекватную компанию, то есть вас сбивают с пути с вашего. Едем дальше. Здесь по поводу ваших ресурсов есть взлеты и падения. И знаете, здесь еще есть такой момент для адекватных людей, когда вы на стадии вот на вас начинают влиять деструктивные магические программы, и они набирают оборот, спадают, набирают, спадают. Здесь, короче говоря, идет сейчас борьба за вашу душу, светлых сил и темных. Выцепите этот момент, ну молодцы. Если вас не продадитесь темным, значит не продадитесь, мужчинами станете. А те, кто продадутся, не знаю, правильно ли слово сказала, короче, суть, я думаю, вы уловили. Вы будете все свои возможности терять. Ну, то есть там посмотрите первых два варианта. В принципе, сюжетных линий очень много. Можете поглядеть, что вас может поджидать. Для тех, кто творил деструктив, здесь вам показывают, что вы как будто радуетесь от того, что к кому-то обратились. Думаете, сейчас попрет, но взлеты и падения, знаете, у вас идут. Вам намекают на то, что вы не на тот путь ступили. Вот этими крадниками, вот этой неадекватной компанией, окружением, которые для вас кажутся лепшими друзьями, к слову. Да, вы здесь еще и манипулируете и своими чужими чувствами, и вам это нравится. Вот. Берете разгон, что я вам еще могу сказать? Ага, понятно. Если здесь деструктивщики собрались с помощью магии вызывать кого-то, то есть вызовы, привороты делать, планы на это строите. Вот что вас ждет. Разбитое сердце по итогу все равно вы получите. Да, здесь планы на воссоединение с кем-то. Для адекватных людей здесь заканчиваются вот эти все моменты, когда на вас влияют, могут закончиться. Ребят, здесь вы на выборе реально, для нормальных, адекватных мальчиков. Здесь, понимаете как? Хотят вам разбить сердце.
через вашего партнера, через ваш выбор, понимаете? Либо же через ваше окружение. Но здесь, скорее всего, партнерство идет. Вот хотят вам разбить вашу пару. Ребята, кто не в паре находится, перекладывайте, пожалуйста, это все на тех людей, которые рядом с вами, которые к вашему сердцу ближе всего. Здесь еще может быть и такое, когда, поверьте мне, мужики делают на других мужиков. В прямом смысле этой фразы. Потому что там тоже зависть и тому подобное. Может, у вас с кем-то бизнес классно идет, да, но вот вы одинаковые по качеству две души, у вас все слажено, тандемы, все классно идет. А какая-то мразь вот вам завидует, и вот такие вот белибердени вам творит, и у вас получается как не туда, по косой вас выкидывает. Здесь вопросы с прошлым, что-то у вас прошлое вас тяготит, пошли. Так, я поняла. Угу. Блин, ребята, аж башка уже разболелась от этих всех потоков. Честное слово, трэш и угар на мальчиках сегодня. Просто, ну, без комментариев. Здесь кто-то вас хочет, для нормальных, кто-то вас хочет вернуть в прошлое. Поняли, да? Для того, чтобы воссоединение союза произошло. Может, вы от кого-то ушли. И на вас влияют, поэтому у вас крадники, поэтому не те компании, поэтому то хорошо, то плохо, и вот борьба у вас идет. Для неадекватов, ну, здесь вы помешаны на прошлом, и хочется воссоединиться с тем человеком, от которого свалили, с гордо поднятой, видать, головой и головкой однозначно. Тут тузы только так стоят у нас. Ну, это 3 туза, из них 2 жезлов. Еще и дьявол тут такой, здравствуйте, да? И понимаете, этот дьявол обнуляет всю духовность внутри вас через пьянки, гулянки. Вы сами себя продаете, причем очень дешево, поверьте мне, очень. А даже если не поверите, то эти слова вы вспомните, когда поймете, что вы продали себя. И за сколько. Вы потом сами будете слегка поражены. Для нормальных уже озвучила. Будьте осторожны с теми, кто вас хочет куда вернуть и откуда хочет выдернуть. Сопоставляйте, подключайте интуицию и поднимайте свои вибрации. Здесь для неадекватных персонажей вам определенные силы не дадут никуда вернуться. Тот, к кому вы обращались за ритуаликой на воссоединение с человеком из прошлого, ну, лжец на самом деле обдурил вас, вы еще и обрат отхватите. И обрат, кстати, будет от... Вот вы навели на вашу партнершу, да, из прошлого. Вам там обрат будет, такой забористый, у нее там защиты классные. И фиг вы их пробьете. Понятно? И обрат, и откат еще будет. И в нищете вы сидеть будете. Для мальчиков адекватных, пожалуйста, только увидели, что просел у вас финансовый канал вплоть до нищеты. Нищету. Рассмотрим эту карту поподробнее. Финансовый канал первое, что летит. Поругались с хорошим другом. Меньше стало клиентов. Меньше адекватных людей, больше говёных людей в вашем окружении. Таким образом, ангел-хранитель вас будет предупреждать о том, что на вас идут атаки. Все, на этом заканчиваю. Перехожу к последнему варианту, ребят, потому что, ну, реально, просто 90, понимаете? Я нифига не в легком шоке от этих раскладов. Я просто... поражена удивительно. Король мечей. О боги, король мечей.
Что же у вас там здесь? Или где-то? Я просто чувствую, сейчас уже ржать начну. Фух, выдохнули. Хотя не факт. Так, ребята, по этой позиции вы на неплохих вибрациях движетесь к трансформации. Вы ставите новые цели перед собой, новые задачи, преодолеваете преграды и движетесь, да, к изменениям. Тройка жезлов, солнце. Фух. Пока все хорошо, здесь как-то более нормально. Здесь для более, вот, ну, для нормальных, в общем, ребят. Хотя есть и второй же поток, понимаете, вот он, вот этого я и ждала. Здесь человек еще может, знаете, очень быстрыми темпами двигаться к тому, что будет по жизни отталкиваться лишь от своего эгоизма. О чем эта карта нам тут выпала? Ну, здесь как будто новые связи. Твою мать. Так, ну или кто-то из вас идет на заклание на свое, то есть, знаете, в жесть. А кто-то из вас избавляется тоже от деструктивной магии. Нет хода новым проектам, новым договорам. Сотрудничество будет тухлым. Хотя, возможно, вам будет казаться, что вы встретили очень классных людей. Для нормальных мальчиков, пожалуйста, поаккуратнее с тем, кого вы будете тоже впускать в свое пространство. Работа, отношения, не суть важно по любым сферам. Король мечей со второй колоды. Два короля мечей у нас уже, да? Здесь, знаете как, усмиряют вас. С помощью трансформации высшие силы сейчас вас хотят усмирить. Возможно, вы много на себя взяли. Да, и вам нужно часть своих обязанностей отдать кому-то. Это для нормальных. Для ненормальных вас будут осаждать. И давать вам понять, что если продолжите в таком же ритме, вам будет лишь тяжелее в этой жизни. Нормальные люди уходят в переосмысление ценностей, в переосмысление понимания себя. Деструктивные будут изолированы различными методами и путями от высших сил. Причем от слова совсем. Для нормальных людей появляются шансы, где вы будете бунтовать, проявлять решимость, но в хорошем ключе, настаивать на своем именно там, где вам необходим прорыв, просвет, да, где вы берете и созидаете то, что вам необходимо. Здесь у вас открываются, какие трансформации вы проходите. Вы как открываете в себе смелость, стойкость, да,
к тому, что вот вы дело какое-то задумали, что-то только в начале у вас. И, в общем, туда будете вкладываться. Для неадекватных ожидайте людей в вашем пространстве. Что бы вы сейчас ни начали в своей жизни, к вам будут притянуты лишь такие люди, которые, во-первых, сами под некропривязками находятся, во-вторых, эти привязки просто будут на вас перекидываться. Для нормальных не позволяйте манипулировать собой, для неадекватов, как манипулировали вы, также будут иметь и вас. Ну, неадекватные у нас недовольны всей жизнью, начинают уходить какие-то неадекватные, такие же, как и они, желания сексуального плана, ищут приключений на одно место, через новые эмоции, через какие-то там заигрывания, флирт и тому подобное. Привязывают к себе партнерш, но при этом что-то на расстоянии отношения могут быть, знаете, такое что-то будут предлагать, приезжать и предлагать себя. Короче, шлюшки, шлюшки на дороге, вот такие, знаете. Я таких ребят называю мальчик-шлюшка. Ну и не только так я еще могу называть. Здесь деструктивщики хотят доминировать над женщинами и через различные связи непостоянные как будто мстят. В основном на подкорке это месть собственной матери. Тоже очень много может быть пунктов, почему вы таким образом себя вообще по этой жизни вести начали и ведете, да? Почему вы избрали для себя вот такое вот решение? Для адекватных ребят, смотрите внимательно, если у вас будут начинаться отношения, будьте бдительны, чтобы вас не привязали, не начали над вами доминировать, как уже было до этого. Потому что может показаться, что скромница, а окажется, что вы будете потом в треугольниках, ребятки. Ну, естественно, там свои узлы потом будете проходить. Ой, история может быть очень длинной и затянутой. Так, последняя позиция. Ну и дальше я уже не буду ничего доставать. Так, давайте для нормальных мальчиков. Я повторюсь, и даже карты тут вторят мне. Будьте осторожны в выборе партнерши, потому что здесь вас могут по привороту, причем удачно он на вас сработает, привязать и доминировать над вами. И знаете, в чем момент? Вам еще об этом как будто бы вот, ну, подсказки высшие силы дадут.
То есть, знаете, здесь такое впечатление, что человеку приелось то, что у него есть, и он решил двигаться абсолютно куда-то там еще. Короче, на жопу искать приключения. Ну, те, кто ищет, тут всегда найдете, только вопрос, что на что вы поменяете. Зачастую при вот таком раскладе неадекваты меняют шило на мыло, но мотивирует этой фразой «я же мужик». Это вообще, ну, определенная степень для меня деградирующей личности. Давайте так скажу. Истинный мужчина не будет произносить никогда эту фразу. Он докажет все своими поступками, деяниями и мыслями. Да. Даже мысли у этих людей далеко повыше. В общем, ладненько, это для нормальных ребят. Смотрите, это ваш урок на то, чтобы не быть одураченными, поняли? Для неадекватов, что я здесь могу сказать? Вы тоже будете под приворотом. Вы добегаетесь, вы доищетесь приключений на свою жопу. Еще такой момент идет, кто-то из вас вот таким своим говёным поведением хочет, чтобы кто-то его ревновал. То есть вы здесь, кто-то НЛП может изучать, то есть практики по манипулированию сознанием как женщин, так и других мужчин. Если по этому пути движетесь, можете накрывать столы здесь. Очень большое количество неупокоенных душ в итоге осядут в вашем пространстве. И да, вы здесь кому-то пытаетесь таким образом отомстить, но я уже не буду копаться по какой... Ладно, почему мстите? Что-то завершилось. Какое-то откровение пришло. Все, не смотрю дальше, не хочу. Не хочу, меня путают там уже. Вот, в принципе, на этом я, наверное, и буду завершать. То есть там неадекваты просто свою жизнь обвешают подлыми людьми, поступками, начнут влазить в не пойми что, куда. И, короче, человек начинает деградировать таким вот образом. Так что всех благодарю за просмотр. Фух, я прям... Знаете, что самое интересное? Проанализировав нехитро 4 расклада, пока я делала паузу, да, ну уже 4, на тот момент 2. Здесь прям как все 4 варианта у меня сошлись об одном персонаже. Просто различные степени и уровни деградации личности, сознания, жизни, судьбы человека показаны были. Для адекватных мальчиков, ну, сюжеты были озвучены, поэтому будьте бдительны. Я знаю, что есть и адекватные, сознательные личности. Вот. И вам тоже нехило достается. Но это урок на то, чтобы тоже научиться ценить себя. Ребят, именно это. Научиться ценить себя. И тоже проходить какие-то свои затыки, знаете, ну поверьте мне, ваши затыки просто детский лепет по сравнению с тем, что у низкочастотных вот ребят происходит. Но у них свой выбор, своя судьба, как бы, да, они нам, как говорится, уроком. На этом я буду оканчивать свое повествование на сегодня. И, как обычно, по традиции, желаю вам всем добра этого мира.